Сведения о настоящей госпитализации. Выписки нет. Поступление. Не вижу какой год. Первый, что ли. Тут уже не разберешь, выцвело все. Смотри, какой жук. Какой красивый жук. Котятки. Жуткий повар. Приятного аппетита. В общем, вот столовая. Проточная вода. Заглянем здесь, что есть. Меню. Какая прелесть. Ничегошеньки нет. Надо отсюда уходить, потому что здесь на голову капает. Какие-то вещи лежат. Это что такое? Сигареты СССР. Сапоги. Тоже какой-то жучара. Свежий, кстати, пакет. Не пойму, что там такое. Тут чьи-то вещи. Да, это чьи-то вещи там. Губка. Что губка? Тихо. Подожди, дай-ка я лучше сложу. Здесь. Это птица. Ты что-то нормально, Лесенька? Может, здесь какой-то гриб вылез, посмотри. Что это? Гриб. Да, она нормальная. Друзья, еще раз повторяю, никогда так не делайте. Нет, она безопасна, она на рельсах. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Вот так вот. Черный потолок. Жуть. Чего здесь нет? Крыша проваленная. Выглядит жутко. Вообще краска вся слезла, все сгнило. Здесь еще хуже. На крыше уже все цветет. Конечно же, заноза. Рискую. А без этого никак. Что, свет не загорелся? Странно. Так.
чеки. Чесотка. А вот, собственно, крыша, которая слетела. Еще одну пентаграмму нашла. Большую и маленькую. Ох, люди, экстремалы, зачем вы это делаете? Мне кажется, для того, чтобы кого-то вызвать, не надо всякие эти пентаграммы. Опа, зеркальце. Врачебное для осмотра. Кружечка. Как же без этого-то? Канцелярская книга. Ну, конечно, все здесь подсыревшая. Это похоже, пациенты это кровь сдавали, какая отрицательная, положительная, какая группа. Ясно. Это что у нас? То же самое. Кровь. Ясно. Ложим обратно, как было. Ну, в общем, тут вся информация о пациентах. Ну, даже банка осталась. Все это смотреть, скажем так, не пересмотреть. Что это? Так. Опа. Это для пробирок. Расход. Короче, все учетно. Грелка. Да. Что-то интересное, тетрадь. Отчетный журнал. Тоже анализы крови. В общем, короче, здесь все понятно. Что-то интересное. О нарушении, протокол о нарушении санитарного законодательства. Так. Вот это интересно. 5 секунд, товарищи. Я сейчас это сфотографирую. Ничего интересного. Я не стала это фотографировать. Ну, просто там не нарушили правила хранения. Ветоши там чего-то. Короче, ничего интересного. Закрывай. Так, сейчас я все верну в исходное состояние. Закрывай. Так, сейчас я все. Закрывай. Так, сейчас я все. Закрывай. Так, сейчас я все. Мерзкая ситуация. Пришлось прятаться. Мы услышали голоса людей. Я ничего не знаю.
Значит, все-таки охрана реально делают обходы. Место реально мистическое. Света пытается дозвониться, вообще не проходят гудки, да? Вообще. Нет? Вообще нет. Если одна палка. пока было две. Угу. Не пойму, что такое. Надо отсюда выходить. Тихо. Дошло? Оставаться здесь уже опасненько. Оставаться здесь уже опасненько. Что мы нашли? Мы нашли хозблок. Тот самый хозблок. Ой, не надо, Свет. Сейчас грохот будет. Я не буду так-то рисковать. Лучше не надо. Ты обожглась? Нашла, да? Тот самый подвал. Итак, друзья, мы пришли. Вот этот подвал. Да, он даже открыт. Сейчас мы туда спустимся. Сделаем эксперимент. Да, сделаем эксперимент и... Домой. Ну да, потому что здесь ходит охрана. Просто мы так рискуем. Ну все, ради вас. Спускаемся. Да. Я ничего не вижу. Осторожно. Пойдем. Сюда принесли стол и стул. Пошли. Да ладно. В общем, вы знаете, народ, на улице сегодня плюс 25. Господи, ничего не вижу. А здесь очень холодно. Очень холодно. Можете видеть, да. В прошлый раз стола и стула здесь не было. Сделаем так. Да, пойдем пока поднимемся. Засекай время. И тут произошла не только странная, но и пугающая ситуация. Мы, поставив камеру, чтобы провести эксперимент с тишиной, сами решили покинуть подвал и пойти наверх на улицу. К большому сожалению, когда мы поднялись, то чтобы не стоять несколько минут впустую, пока записывается эксперимент, отключили камеру. И вот как только мы это сделали, то почти сразу же услышали шорох травы и четкие шаги метрах в 7 от нас. Но так как там очень густая трава, разглядеть кого-то сложно, но и трава, которая ростом с нас, стояла совершенно не колеблясь, а вместе с тем шаги были направлены четко в нашу сторону. Да, признаюсь, мы дико перепугались, мы были уверены, что нас спалила охрана.
Мы вжались в стену, возле которой стояли и затаили дыхание. Через несколько секунд эти шаги стихли, причем где-то рядом с нами. Постояв еще какое-то время, не шевелясь и не дыша, я все же очень тихо спустилась в подвал за оборудованием. А затем мы на свой страх и риск решили уходить оттуда по-тихому, пытаясь найти ближайший выход. Но, как вы сейчас увидите, мы пошли вообще не в ту сторону и чуть не заблудились, словно кто-то специально строил нам козни. Хочу заметить, что там, где были шаги, трава была совершенно не примята, в отличие от той, по которой мы прошли. А это значит, что никого не было. Как такое могло быть? Двоим точно не могло показаться. Вывод пока только один. Скорее всего, это был не человек. Да и вообще, очень много странностей нас преследовало на пути. Это постоянные помехи, странные голоса, от которых мы даже спрятались, но и опять же никого. Какие-то подозрительные звуки. В общем, нам хватило, чтобы добавить себе еще пару седых волос. Да, очень неприятное место. Но если вы, друзья, захотите продолжения, то мы готовы туда вернуться ради вас и продолжить исследовать это место. Ведь там еще немало осталось интересного и загадочного. Поэтому ставьте лайки, пишите в комментариях, хотите вы, чтобы мы туда вернулись или не хотите. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал Паранормальных блогеров. Попробуйте превратить красную кнопку «Подписаться» в серую. Я уверена, что у вас это получится. И да, тем, кто уже подписался, огромное вам спасибо, друзья. И помните, что мы стараемся и делаем все это для вас и благодаря вам. Вы лучшие. Ведь мы совсем недавно создали этот канал, так что не судите строго. Пока мы только учимся, развиваемся, открываем новые интересные места. Но мы очень стараемся и много над этим работаем. Ведь мы все это делаем сами и без чьей-либо помощи и рекламы. Поэтому для нас бесценен каждый подписчик, каждый комментарий и каждый лайк. Спасибо вам большое. Итак, мы продолжаем просмотр. Мы сейчас уходим. Вообще фиг пойми как. Ты даже не поймешь, где идем к этим. И где выход? Проблема в том, что там, где мы были сейчас, около подвал. Там была охрана. Не охрана, не знаю. Но там были шаги. Мы вообще не туда вышли, Тань. Нам не сюда. Идем обратно. Короче, мы все еще пробираемся. Время 8. А мы... Скоро начнет темнеть. А мы все еще здесь. Все, мы на дороге. На главной. Нам осталось только выйти за пределы этой территории. Ну, с Богом. Увидимся в машине. Ну, что, друзья, мы в машине наконец-то. Да. Ой, ну наконец-то, друзья, мы в машине, слава богу. Все. Наше приключение на сегодня окончено. Хватанули мы, однако, адреналину. Да. Честное слово, ну,
немножко жутковато. Когда вот тут попадаешь на эту территорию, особенно когда заходишь вот в эти здания, да, вот где палаты были, очень гнетущее состояние такое. Так неприятно и, не знаю, жуть какая-то. Холодно. Холодно не физически, а вот как-то холодно. Не знаю. Какие твои ощущения? Ой, ну, у меня, во-первых, вообще после последнего, так сказать, ну, крайнего похода туда, в этот, как он называется-то, забыла, елки-палки, в подвал. Меня просто уже все, меня переполняют эмоции, и я не могу их остановить никак, честное слово. Да-да. В общем, короче говоря, мы вышли из подвала, оставили там оборудование, чтобы провести эксперимент, и в конечном итоге мы там стояли буквально неподалеку, и послышались шаги. Но они послышались, ну, там везде трава, вы же это видели прекрасно, там все заросло дико. И на какое-то мгновение послышались шаги, но они причем быстро исчезли, да. Ну, четкие шаги. К сожалению, мы этого не засняли, но это реально было так, честное пионерское. Мы Врать не забежали будем, да. опять в подвал, такие встали. Да, мы испугались, честно говоря, разволновались и подождали. Но я около входа покараулила, думала, как бы, мало ли там кто пройдет. Если что, в принципе, в подвале можно было бы спрятаться. Вот. Ну, то есть, в принципе, место очень мистическое. Это 100%. Гадалки не ходи. Неудивительно, что там были космопоиск и экстрасенсы. Вот. И мы обязательно еще раз туда вернемся. Но мы там не все прошли, да. Мы не все прошли. И поддержите нас, пожалуйста, своими лайками, потому что реально страшно. Сейчас, там еще вот в конце, ну я не знаю, в конце, не в конце, но, короче говоря, там дальше по территории, там территория-то большая. Если идти дальше по территории, там должна быть бочка. Такая, ну, я не знаю, там какой-то резервуар, там, наверное, вода была, хранилась. И вот как по слухам местные говорят, что именно вот под этой бочкой вот этот вот сумасшедший врач хранил своих жертв. Ну, в смысле, вот пациентов. Не знаю, насколько это правда, но это жутко, и как бы хотелось бы тоже попасть на эту территорию и там, ну, как бы, ну, тоже провести эксперимент. Ну да, хочется, да, попробовать это все узнать, докопаться до правды. Возможно, мы что-то реально узнаем новое. И по поводу этого подвала у нас такие предположения, что там тоже что-то происходило жуткое, потому что именно там ощущения, ну, я не знаю, очень дикие какие-то. Ну вот крайний раз, когда мы там были, скажу честно, мне показалось странным, что он один-единственный из помещений, который просто, ну, стерильно чистый. Стерильно чистый. По фото вы увидите, там ничего нет, это то, что уже принесли. Дверь была, кстати, запечатана, когда мы туда вломились. Дураки. Не, он просто был настолько чист в плане даже вот полы. Вот как будто бы только-только их вымели, прям вычистили. Для чего, почему? На заброшенной территории. Да, там, по-моему, на лестнице там, по-моему, тоже ничего не валялось. Мы спокойно спустились. Да, там ничего не было. Я просто пока снимала, вот последние разы, вообще я не знала, что говорить, потому что мне хотелось быстренько это все заснять и убежать. Все. Не ощущение, а, скажем так, чувство такое, знаете, переполняло. Хочется отсюда убежать. Давай, уходи. Да, уходи быстрее просто. Правда, у меня тоже такое было. Вот. Поэтому на этом мы пока остановимся. Обязательно будет продолжение. Поддержите нас, пожалуйста, своими лайками, комментариями. Пишите, обязательно пишите. Мы всегда вам рады. Всем, без исключения. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новых наших роликов. А нашим дорогим подписчикам, как мы рады, что у нас есть. Да. Все для вас и только ради для вас. Наш канал паранормальных блогеров. Ставьте лайки. Мы очень надеемся, что вы получили хоть какие-то впечатления от нашего видеоролика. Мы очень старались. Что вы получили дозу удовольствия.
просмотр нашего видеоролика. Правда, старались. Да, мы старались. Нам было страшно, но мы старались. А теперь мы едем монтировать и смотреть, что у нас все фотографии, да, разборы аудио, что там у нас получилось, мы это все просмотрим. Вы обязательно тоже внимательно посмотрите, возможно, мы чего-то не заметим. Если что-то будет, вы что-то найдете, обязательно нам напишите об этом. И еще раз спасибо за просмотр и всем пока! Yeah.